Друзья, всем привет! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня у нас на обзоре мобильная акустическая система JBL EON One Compact. Поехали! Сразу хочется начать с того, что эта система напрочь ломает стереотипы о том, что портативное – это значит слабо и плохо играющее. Ну, судите сами. В этих 8 килограммах веса с размерами 39, 29, 25 сантиметров запрятана двухполосная система с динамиками 8 и 1 дюйм и усилителем с номинальной мощностью 150 Вт и максимальным звуковым давлением 112 дБ. А частоты, которые сможет выдать эта колоночка, от 37,5 до 20 тысяч Гц. Неплохо так. Дальше мы это услышим и, надеюсь, не разочаруемся. Питается эта система или от 220 вольт, или от собственного аккумулятора, который находится вот здесь, и способен на протяжении 12 часов поддерживать жизнь One Compact. За состоянием батареи мы можем следить по вот этому индикатору. А что касается времени зарядки батареи, то это 2,5 часа в отключенном режиме и порядка 6 часов при работе. И перед тем, как перейти к детальному знакомству со всеми возможностями этой системы, обращаю внимание, что у нее есть гнездо снизу для установки на штатив. Плюс для безопасного хранения и удобной переноски есть под эту колонку специально сшитый рюкзак. Как вы понимаете, и то, и другое приобретается дополнительно. Ну а теперь обо всем, что тут имеется. Для начала микшер. Он четырехканальный. Первые два микрофон-линия на комбо-разъемах, причем первый может принимать конденсаторные микрофоны, фантомное питание здесь есть. Третий – вход Hi-Z для подключения гитар. И четвертый – на мини-джеки для подключения мобильных устройств. Что касается выходов, тут их два. Для подключения наушников и проходной pass-through для соединения этой системы с себе подобной или, например, с сабвуфером. Теперь переходим к управлению. Оно здесь очень удобное, но малость с хитринкой. Но это понятно. Кучу функционала надо же было как-то поместить в такие размеры. Итак, система имеет два режима управления. Поканальный Channel Mode и режим микширования Mix Mode. Режимы выбираются нажатием кнопки Channel Select. Короткими нажатиями переключаем нужный нам канал. Следующим нажатием вызов режима микширования. Канальный режим позволяет нам определить громкость, накрутить высокие и низкие частоты и дать порцию ревера. И это по отдельности для каждого выбранного канала. Просто потрясающе. То есть на голос мы накручиваем свои частоты и громкость, на инструменты свои. Плюс эффект на каждый источник даем в разных и нужных количествах. Молодцы инженеры, что сказать. Ну а в режиме микширования эти четыре ручки становятся регуляторами громкости каждого канала. То есть баланс между всем включенным сюда оборудованием мы сможем выстроить просто идеально. Да, разумеется, ручка общей громкости здесь тоже есть. И не забываем, что при включении или выключении системы ее положение должно быть до упора влево. Тем самым вы застрахуете себя от возможных поломок. Ведь ремонт, наверное, будет стоить немало. И коль заговорил о деньгах, давайте узнаем цену на эту красоту. На сегодняшний момент актуальная цена около 36 тысяч рублей. Дорого? Ну а что мы хотели? Аппарат-то реально классный. И я продолжаю знакомить вас с тем, что туда еще напичкали. Bluetooth. Куда сейчас без него? Управляется громкость четвертой ручкой, поскольку канал суммирован с AUX-выходом. Включается по элементарной схеме. Зажимаем кнопку на 3 секунды. Выбираем на сопрягаемом устройстве EON One Compact. И запускаем музыку. Но это не все, для чего здесь был придуман Bluetooth. Как известно владельцам многих продуктов JBL, все они очень любят управляться удаленно через приложение. И данная система не исключение.
JBL Compact Connect бесплатно скачивается как с сайта jblpro.com, так и с магазинов iTunes и Google Play. Приложение простое и понятное, все управление, которое мы сегодня видели, там, естественно, тоже есть. Плюс там есть еще и пару дополнительных эффектов, а именно дилей и хорус, которые мы сможем направить на нужный нам канал. Плюс там можно работать и с 2, и 3, и даже с 4 подобными системами одновременно. Здорово. Что еще мы тут с вами можем отметить? Да, наличие 2 силовых портов USB тоже вещь очень нужная. В ходе работы мы можем воткнуть сюда какие-то устройства и заряжать их. Порт 1 ампер для маломощных, а 2 ампера для устройств помощнее. Ну и давайте вернемся на панель управления и узнаем, что это за кнопка такая Docking. Друзья, это прям фишка этого устройства. Ну вот играет у нас фоновая музыка, и приспичило нам сделать какое-то рекламное объявление. Не надо ничего крутить и делать потише. Просто нажимаем эту волшебную кнопку, и как только мы начнем говорить в микрофон, подключенный в 1 или 2 канал, музыка автоматически упадет по громкости. Давайте услышим это. Уважаемые дамы и господа, прослушайте, пожалуйста, рекламное объявление. Знаете, чем дальше, тем спокойнее я отношусь к стоимости этой колонки. Есть все, что надо, все управляется очень гибко, все продумано, все виды подключений есть, размер очень скромный, вес небольшой, свое питание, наконец. Ручка для переноски есть, выемка для девайса тоже. Ну вот просто взял и пошел на 12 часов работать хоть на пляж, хоть в лес. Очень круто. Ну а в завершении обзора все-таки хотелось бы туда подключить все, что есть под рукой, и продемонстрировать звучание минуса, гитары, голоса, эффектов. Короче, приятного прослушивания. Я с вами прощаюсь и до новой встречи на нашем канале. Не снишься, вот уж неделю сны пролетают белой метелью, сны пролетают, синие птицы в облаке тают, как небылицы. Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем, словно чужими стали друг другу. И между нами белая вьюга. Друзья, не в ту камеру, Друзья. Эх, друзья мои, друзья, не в ту камеру я с вами здороваюсь. Поехали. Приближается время перезапуска. Подождать час. Пожалуйста. Так, что ты мне снишься, не снишься? Вот это первое? Да.